Всем привет! Это второй день мейн-ивента The International, и сейчас мы пообщаемся с Аароном Версутой по просьбам наших зрителей. Привет! Первый вопрос, как тебе ивент в этом году? Что ты можешь об этом сказать? Твои впечатления, личные эмоции? Привет! Ну, эмоции и личные впечатления обалденные, я это говорил еще на ревью дня первого. Все обалденно, Valve превзошли сами себя, сделали просто обалденную сцену. И смотреть удобно, и красиво, и захватывающе. То есть, вот, когда начинает вот это все, когда какие-нибудь скиллы кастуются, начинают вот эти всякие эффекты цветовые, плюс объемный такой звук, и оркестр, который вначале при открытии играл. В общем, все просто замечательно. По-моему, вот как раз International начался, когда ты уже в Кей-арене видишь все это действие, это все буйство фанатов. Для тебя это так? Да, именно так. Ты в этом году не комментируешь мейн-ивент, хотя в прошлом году комментировал. Я знаю, что, возможно, те, кто первый раз на International, они не попали на мейн-ивент, это связано, может быть, там, с какой-то политикой Valve, но почему именно ты не комментируешь? Сложный на самом деле вопрос, я сам задумывался, почему я не комментирую, потому что обычно не комментируют дальнейшие турниры из-за того, что, допустим, ты там на первом турнире оплошал. Но вроде как на предыдущем International я вроде выступил хорошо, я, конечно, не могу сам себя оценивать, но это могут оценивать зрители, я там, исходя из того, что у меня их там стало больше, там, и т.д. и т.п., я могу сказать, что выступил я вроде неплохо. Но, наверное, причина, значит, кроется в чем-то другом. Можно долго размышлять, Valve напрямую, естественно, не отвечает, это немножко обидно, но, может быть, они просто хотят дать шанс другим комментаторам, которые не выступали, например, Maelstrom и Force, они в прошлом году на плей-оффе не выступали. И, соответственно, брать очень много комментаторов почему-то, я не совсем понимаю почему, учитывая, что матчей очень много, они не хотят, у них такая политика, что мы хотим взять там 4-5 комментаторов, и пусть они работают на плей-оффе, а остальные не знаю, что делают. Вот, и, в общем-то, я сейчас не знаю, что делаю. Ну, а что ты именно делаешь сейчас? Я видел, ты записываешь какие-то обзоры матчей после них, да? Да, стараюсь как бы совсем не сидеть без дела, пытаюсь там как-то максимально свое время продуктивно использовать, потому что я сюда приехал не балду пинать. Вот, записываю ревью по возможности, записываю вот эту новую рубрику у нас на Рухабе, подведем итог. Вот. Довольно, на самом деле, непросто, потому что у нас тут не совсем много кадров, и, к сожалению, все те люди, которые записывают, все те люди, один человек, его просто не хватает. Вот, поэтому, Valve, выделите нам еще пару человек. Хорошо. А в этом году, также, как и в прошлом году, на английском комментировании есть там стрим для новичков. Вроде бы, насколько я знаю, была идея сделать что-то подобное для русскоязычных пользователей, но там так и не получилось по разным причинам. Ты мог бы вести стрим для новичков, было бы ли тебе интересно? Вообще, с легкостью. Поначалу, когда мне это предложили, мне вообще просто было обидно изначально, что меня не взяли на плей-офф. Вот. И я вообще такой думал, меня не взяли на плей-офф, а потом говорят, комментируют для новичков. Как-то я так негативно на это отреагировал. Потом я так подумал, во-первых, я могу комментировать в свое удовольствие, а с фантазией у меня все нормально. А во-вторых, новички это всегда круто, чем больше аудитории, да, тем более, чем больше приходит, тем лучше как для меня, так и для всего нашего комьюнити. Поэтому изначальные мои выводы были неправильные, я потом такой думаю, нет, надо, но толку от моего надо нет, потому что Valve решили, по опять же непонятным мне причинам, забить на это дело. Почему-то на англоязычное комьюнити они не забили, а вот я думаю, это потому что, может быть, просто не хватило каких-то ресурсов или просто времени. Когда кто-то говорит, что у Valve не хватило каких-то ресурсов, я могу только посмеяться. Если Valve захотят, у них хватит ресурсов, что они не могут выделить компьютер, там, не знаю, какая-то кабелечка. Хорошо, но мне кажется, что комментировать для новичков достаточно сложно, потому что ты постоянно сам играешь в Dota, непривычно, да? А в чем специфика? То есть тебе нужно постоянно следить за тем, что ты говоришь? Термины. Все комментаторы используют термины там, и которые новичку могут быть просто элементарно непонятны. Если к тебе пришел какой-то зритель из какой-то другой игры, то вполне вероятно, что все те термины, которые ты будешь называть, ему будут ясны. Но те же айтемы, когда ты будешь называть, например, там, пайпа, то тебе нужно объяснить человеку, что это шмоточка, которая там позволяет тебе меньше урона получать от магии. Там. Не надо, я уже для себя, понимаете, я уже даже немножко тренировался, я для себя немного решил, что вот я там буду примерно вкратце объяснять там в 2 словах, чтобы не совсем вдаваться в подробности, прям
пару слов сказал, как объяснил. Работает, да, там средняя механика, потому что новому зрителю много инфы получать не нужно, он так по минимуму, чтобы он просто понимал, что происходит, и ему было более-менее интересно смотреть. Больше упор пошел на какие-то шуточки и веселье. То есть при всем том, что у нас вроде серьезный турнир, но мы-то понимаем, что у нас новички, и их надо веселить, чтобы люди понимали, что это веселая, задорная игра. Смотреть весело, да, и это интересно. Да, да. Хорошо, вот, кстати, ты говоришь по поводу таких вещей, там, item pipe, вот многие комментаторы, они немножко злоупотребляют там вещами, там, какими-то словами, которые они выдумывают, и звучит немножечко так странновато порой. Вот как ты работаешь над этим, и стоит ли вообще над этим работать? Я, честно говоря, вот я даже не знаю, я вот задумываюсь сейчас, есть ли какие-то... я знаю, что есть люди, которые физуру называли там в свое время как-то колбаса, там, не знаю, еще, в общем, много всяких разных, фижура, там, вот Дредыч, например, фижура говорит, то есть, вроде как физура и физура, но нет, я там, костыль, например, Power 3, да, это костыль, я сам очень долго так их называл, когда просто катал в дотку, но я считаю, что это не стоит, потому что, как-то немножечко нелепо, что ли, это смотрится, там, вот у нас Форс этим любит заниматься, там, называть первый скилл Дазла кислым вместо Poison Touch, там, Эмбера имбирем. Я, конечно, все понимаю, Форсыч, но давай называть вещи своими именами. Хорошо, расскажи, чем ты вообще занимаешься, когда вот до International ты стримишь, так понимаю, что это твоя основная работа, правильно? Да. На какую организацию ты сейчас работаешь, или ты как фриланс-комментатор? Я сейчас работаю на организации Vplay. Ага. Отлично. И, в принципе, вот работа стримера в СНГ, там, хватает ли на жизнь тому, кто комментирует, там, скажем, просто пабы? Потому что там всем известно, что реклама там в СНГ меньше, чем в Америке, и там денег, соответственно, тоже меньше. Ну вот тебе лично. Лично мне хватает, потому что, вот опять же, как я и говорил, после предыдущего International я получил довольно жесткий буст. Вот, реально, вот именно вот после International я почувствовал очень жесткий буст. Вот, судя по всему, не зря потел. И после него у меня пошло очень даже хорошо, то есть я стал таким более-менее независимым от турниров, как бы комментатором. Вот. И это, опять же, мне с этим очень сильно повезло, потому что как раз-таки почему-то вот стало довольно сложно получать слоты на турниры. Хотя я откомментил немало, и вот как раз-таки к слову тому, почему меня не взяли, может быть из-за того, что создалось впечатление, что я мало комментировал, но я могу просто перечислить Dota 2 Champions League, там, по-моему, 4-й сезон, довольно крупный турнир, я думаю, все о нем знают, ESL One New York, топовый ивент, который комментировал, начиная от квалификации, заканчивая лан-частью. Потом MLG TKO, на котором играли и Альянсы, и Нави, которые оттуда вылетели, и Empire, то есть все топовые команды играли. Далее комментировал уже после Нового года Dream League, который также комментировал, начиная там от самых первых матчей, заканчивая там ланами, то есть полностью от и до, вообще без замен. То есть, и уже вот Вилат мне предложил турнир Марс ТВ, который я не очень много комментировал, но тоже как бы присутствовал на нем довольно немало. Вот, и в принципе, если сравнивать с другими комментаторами, то я точно не меньше откомментил, а то и больше некоторых. Вот, и поэтому, я думаю, вряд ли в этом причина. Но если в этом была причина, то вдвойне обидно. В принципе, работы хватает. Да, в принципе, работы хватает. А по поводу твоих фан-стримов, то есть у тебя были какие-то донаты, там, какие-то можешь запомнить, то есть там все знают историю о КСере Паше, которому там, по-моему, там 10 тысяч задонатили, там 5 тысяч. Вот у тебя были какие-то крупные какие-то донаты, которые ты можешь поделиться? Да, Ромаха, донатер, который задонатил там порядка, по-моему, 70 тысяч рублей, что ли, задонатил. Так вот, довольно приятная сумма, очень даже, когда... Тут даже дело не то, чтобы именно в сумме, а в том, что это, в принципе, приятно, когда тебе человек донатит, значит, типа, ты ему интересен, он тебя пытается как-то подобным поощрять. Эти все донаты, они просто, скажем так, чистого сердца, или же там люди, когда донатят, просят тебя там что-то сделать, потому что там на некоторых стримах, там, допустим, там по всяким Hearthstone, да, там люди донатят и там просят паки купить, или там что-то еще купить, или там, допустим, может быть, какие-то сеты купить, сундуки.
Вот как у тебя? Ну, такого не было. Ну, если на самом деле кто-то вдруг задонатит мне какую-то сумму и скажет, вот я хочу, чтобы ты открыл на стриме там 20 сундуков, там, да. Не, ну, парейджил это другое. Одно дело, когда тебя просят открыть сундуки, там, да, разыграть их, к примеру, без проблем. Я только за, даже, ну, то есть я могу себе ничего не оставлять. Там, а другое дело, когда там просят там что-то из разряда, вот, например, парейджил. Это, естественно, я не клоун и это... Вот у тебя, кстати, такого, кстати, не было. Сменился имидж за последнее время. Ты стал, в общем-то, серьезным таким, как и на стримах, так и, в принципе, в жизни. Там я тебя немножко знаю и вижу, как ты растешь. Вот с чем это связано? Там как-то ты переосмыслил себя или это там возраст? Вот что это? Ну, может быть, возраст, может быть, ну, отчасти и переосмысл, потому что сталкиваешься с кучей там проблем, ну и самому это не нужно, от этого потихоньку, помаленьку устаешь, уходишь, и, может быть, опять же, отчасти что-то, это же все берется, вот эти эмоции, они же берутся не из откуда-то там, непонятно откуда, а там в жизни какие-то проблемы, какие-то сложности, устаешь, плюс работа за компьютером, если ты много работаешь за компьютером, если вдруг кто-то не в курсе, да, там по 8, по 9, а то и больше часов, то ты просто элементарно у тебя, ну, ты более нервным становишься. Это как бы каждый на себе почувствует, если вы будете долго сидеть за компом. Поэтому я тоже как бы человек, и у меня есть свои эмоции. Я просто стараюсь над этим работать, чтобы меньше всего этого было. Но я знаю то, что ты там занимаешься в зале, вот таким образом, может быть, как-то эмоции выплескиваешь, или для тебя, вот что для тебя зал? Ну, было время, спорт? когда вообще наоборот, то есть я просто, для меня это как бы важно держать себя в форме, и когда я там много стримлю, у меня там были периоды, когда я очень много комментировал, и при этом мне еще надо позаниматься, и как бы еще что-то там, как бы, свое личное, и в итоге получается, что ты там очень сильно устаешь, и от этого ты тоже, ну, больше нервничаешь. И вот иногда бывало так, что ты прям совсем как бы не в том состоянии. Сейчас в этом плане, опять же, проблем меньше стало. А ты сейчас где живешь? Я сейчас живу в Киеве. Ага, то есть все время ты, последние несколько времени живешь в Киеве. Да. Кстати, почему вот не сложилось со Storm Studio? Я знаю, что, скорее всего, ты отвечал на этот вопрос уже, но для тех зрителей, которые там не в курсе, расскажи, как все происходило на самом деле. Ой, честно говоря, я даже не помню, где бы я отвечал на подобный вопрос. Со Storm Studio, ну, как такового объявления о том, что я работаю на Storm Studio, по-моему, даже не было. Просто я работал на Нави и все. Вот. Почему я ушел? Ну, так вышло, что даже не то, чтобы я ушел, а, ну, грубо говоря, они меня типа уволили. Ну, на самом деле, я не знаю. Вот то, что мы сказали о том, что я якобы рейджу, ну, может быть, это и была настоящая причина. Ну, я лично в это слабо верю. Я думаю, что причина в чем-то другом, но в чем я не знаю. А я могу только сказать то, что, ну, мы работали продуктивно. За то время, которое я на них работал, они получили много всего позитивного, и я получил тоже очень много всего позитивного. Там, начиная, там, у меня фан-база начала расти, плюс я профессионально рос. То есть мы остались, как бы, что вот Storm Studio, что я остался в плюсе. Расскажи о тех видео, которые ты делал, и там сейчас вроде бы делаешь для канала. Это Max DPS, Na'Vi, Max DPS, вот неравная битва, да, вот как ты пришел к такой формату идеи и там планируешь ли дальше развивать? Может быть, новые идеи какие-то будут? Сложно по времени, опять же, у меня очень много всяких разных там было идей, вот опять же, я очень часто всякие разные моменты, всякие разные маленькие тесты записывал, там, вот, к примеру, там, что будет, если Рубик сворует трек и заюзает на себя Lotus Orb и на противника, ну, повесит трек, а настоящий Bounty Hunter швырнет в него шурикен. Типа, он от Lotus Orb должен отлететь в оппонента, и отлетит ли он в того, кто под треком. Вот. То есть, ну, отлетит, не отлетит, я даже сам не знаю. По логике должен отлететь. Но это гораздо интереснее, когда ты такой, опа, протестировал, и человек там потом ВКонтакте или где-нибудь еще создается опросик, и ты до того, как посмотреть ролик, вначале отвечаешь, а потом смотришь ролик. Это довольно интересно. Вот. И подобные штуки я всякие разные придумывал, ну, пока работал. Но сейчас как бы я на их канал уже не работаю, только делаю неравную битву, но это не связано в основном только со временем, потому что если бы у меня было больше времени, я бы делал больше роликов. Понял. А ты смотрел английскую версию Max DPS? Да, поглядывал. Что скажешь?
Ну, вполне неплохо. Я не супер сильно шарю в английском, но ребята вроде делают нормально, и то, что там очень много бугурта иногда возникает, что делайте на русском. Ребята, я еще раз повторяю, на русском языке все выпуски, которые имело смысл делать по максимуму ДПС, уже сделаны. Делать выпуск на максимум ДПС там, по какому-нибудь герою типа Рубика нет смысла. Он будет ковырять этого пуджа до скончания веков. Но я думаю, что там, когда новые герои выйдут, то будут новые выпуски, правильно? Да. Так что подождем, пока выйдут новые герои, так лет через 5. Хорошо, чем ты планируешь заниматься вот сейчас после Интернешнала? Там, я думаю, что ты, наверное, рассчитываешь на комментирование мейджора, правильно? Там, что поменяется вот сейчас, когда сама экосистема киберспорта так растет бурно? Ну, насчет мейджоров, учитывая, что меня на плей-офф не взяли, у меня есть какие-то сомнения, я не знаю, мало ли, могут и не взять, просто если не возьмут на мейджоры, будет, конечно, полная беда. Вот. Но если будут мейджоры, будут стабильные турниры, то есть у меня уже не будет такой проблемы, что вот, допустим, к примеру, я весь год ничего не делал, как вот сейчас, да, там у многих складывается впечатление, и почему я вообще должен, типа, ехать, в принципе, на... Блин, я ничего не делал не потому, что сказал, я не хотел. Я откомментировал много турниров, просто у меня был перерыв там где-то в 4 или в 5 месяцев, и поэтому у людей такое впечатление сложилось. Некоторые вообще подумали, что я ушел из профессиональной доты, вот, только пабы комментирую. Вот. Все эти пабы, которые я стримил, могли бы быть профессиональными играми, если бы они были. То есть это не моя личная инициатива. У меня был вариант либо вообще ничего не делать, либо делать хотя бы папчики. Вот. Поэтому резонно, по поводу мейджоров могу сказать, то, что если вот все те ребята, которые сейчас работают здесь, и там плюс еще даже кто-то, кто сюда не попал, будут снабжены работой стабильной, то это будет обалденно, потому что комьюнити будет только расти. Ты не переживаешь, что эти мейджоры, они поменяют там турниры, которые сейчас проводятся, там они не смогут больше проводиться, или же там будут команды, которого там тир 2, тир 3, и работы станет меньше, еще учитывая такую большую конкуренцию среди студий сейчас? Да. Ну, конкуренция среди студий может очень резко упасть, потому что турниров как таковых не будет, то есть останется там буквально пара студий, может быть, и все. Плюс ко всему, да, эта проблема будет у организаций, так как они там планировали, да, там свои вот эти вот проекты, а тут оп, и мейджоры, здравствуйте, и эти турниры уже непонятно куда впихивать. Но, так скажем, им придется что-то выдумывать, я им не завидую. Хорошо, в принципе, спасибо тебе за содержательное интервью. Ты можешь сейчас воспользоваться моментом, передать пожелания, какие-то комментарии всем тем, кто смотрит, своим фанам, всем, кто просто фанатеет от доты. Ну, во-первых, хотел бы сказать огромное спасибо всем тем, кто поддерживал, когда я болел. Во-первых, у меня здесь весь наш стаф каждый день спрашивал, как я там, живой, не живой, то есть очень приятно. И, конечно же, зрители, которые тоже очень много писали там в комментариях, почему Версута кашляет, там, почему там еще что-то. То есть, ну, я там старался как-то, конечно, это не показывать, но понятное дело, что такое не скроешь. Было очень приятно такие комментарии читать, что люди заботятся о тебе. Ну и, в принципе, всем огромное спасибо, что нас смотрите. Подписывайтесь на наш канал Рухабовский. Покупайте наши автографы всех комментаторов, чтобы вот по автографу от каждого комментатора обязательно было. Нам приятно будет очень. Ну и, в принципе, все. Также подписывайтесь на наши каналы в соцсетях. Это ВКонтакте, Твиттер, Фейсбук, Dota 2 Рухаб. Спасибо, что смотрите наше интервью, наш контент. Пишите ваши комментарии, мы все их читаем. Смотрите International. Удачи!